Всем привет, дорогие друзья, с вами Апти, и сегодня я хочу поделиться своими покупками. На самом деле ролик получится не особо большим, потому что я люблю, конечно, растягивать, но в этот раз, наверное, пройдусь максимально кратко. Во-первых, я купил себе новую видеокарту RTX 4060 Ti. Обошлась мне эта покупка в 37 тысяч рублей, и мне очень повезло, потому что потом цены повысились аж до 48 тысяч рублей. Видеокарта мне в целом очень даже понравилась, но на самом деле у меня не было столь большого восторга после того, как я пересел с 1080 на 4060. Да, плюсы есть, допустим, мне теперь доступен стал рейтрейсинг, я попробовал его в нескольких играх, но прям вау какого-то эффекта оно у меня на самом деле не вызывает. Также для стримеров там стал доступен новый кодек AV1, вроде бы как с ним качество лучше становится, но насколько я знаю, пока эта штука особо нигде не работает. Но в целом за свою сумму я нисколько не жалею, поэтому идем дальше. Второй же моей покупкой стал Nintendo Switch Lite. Вы наверняка сейчас зададитесь вопросом, зачем я купил старую консоль, которая выходила в 2016 или 2017 году, зачем она вообще нужна? Отвечу. На самом деле, тут есть небольшая история, подводка, скажем так, к этому. Началось все с того, что я часто хожу на другую квартиру. И на той квартире у меня есть Xbox там. Но на самом деле это Xbox брата. И он довольно часто ее забирает у меня, потому что он тоже играть как бы хочет. Пока я лежал, глядел на поломанный PSP, мне в один момент пришла мысль о том, что неплохо было бы купить какую-нибудь портативку, чтобы можно было таскать ее куда угодно и играть также где угодно. Первой мыслью для меня стала не Steam Switch. Первой мыслью для меня стала не Nintendo Switch, а Steam Deck. Потому что эта махина могла бы вполне оправдать все мои потребности. Но посмотрев цены, я понял, что эту мысль лучше сразу откинуть, потому что, ну вы видели вообще цену. Еще и габариты приставки оказались довольно большеватые. И как-то в один день, лазая по Озону, я наткнулся на Nintendo Switch Lite. И вот тут я уже задумался, раз цена вполне демократичная и габаритом она меня вполне устраивала, то как будто бы можно было бы и ее взять. И в целом на ней игр довольно-таки много. Плюс мне очень повезло урвать за цену в 12 тысяч рублей, что, по-моему, это вообще просто прекрасная цена. В общем, я ее заказал, и тут меня ожидали проблемы. Но я был бы не я, если бы, конечно, не настигли бы какие-либо проблемы. Очевидно, блять. Сначала продавец никак не хотел отправлять мой заказ. Он задерживал сроки, и только после того, как я пожаловался в службу Озона, он наконец отправил мне товар. Казалось бы, отлично, все, теперь приставка наконец приедет, но нет. Позже у меня возникли проблемы с доставкой на таможне. Мой заказ никак не хотели отправлять, при этом задерживали все сроки, которые только можно было. В конечном итоге приставка приехала, и я сразу же побежал на ближайший пункт Озона. У меня, кстати, были сомнения насчет того, что приставка приедет в целом состоянии, потому что я часто видел отзывы на Озоне, что людям приезжала коробка прям помятая до ужаса. Я, конечно же, сразу подсуетился и, если что, заснял весь процесс распаковки прямо же на пункте выдачи. И я, кстати, не прогадал, потому что на самом деле она приехала мне полностью помятая. Причем просто в жопном состоянии. В целом, я посмотрел на нее внешне и никаких там царапин, скол или чего-то поломанного не увидел, и я уже вместе с ней отправился домой. Ну а чуть позже, в дополнение к приставке, я купил еще SD-карту на 128 гигабайт и чехол-держатель, чтобы удобнее было приставку держать в руках, и о которой я еще чуть позже расскажу. Это, если что, второй день съемочный, поэтому на мне уже сейчас другая футболка будет, поэтому, надеюсь, ничего страшного. Итак, расскажу в целом про Switch. Я взял синего цвета, потому что я начитался много отзывов в интернете о том, что люди как раз берут синий, потому что им очень даже нравится. Но я также решил не отставать от них, поэтому также взял синего цвета. Выглядит он вполне стильно и смотрится прикольно. Хотя, признаюсь честно, поначалу мне не очень понравился этот цвет, и я хотел взять темного, но в последний момент я передумал. Хотя по эргономике здесь не хватает грибков, как это сделано на Steam Deck, но если будете играть вы довольно недолго, поэтому у вас, я думаю, руки не будут затекать. Вот за что мне действительно хочется поругать Nintendo, так это за материалы кнопок. На этой приставке кнопки ощущаются как детская игрушка, у которой кнопки люфтят, скрипят, и выглядит это так, будто приставке недолго жить осталось.
Но тем не менее, пластик приятный на ощупь и в целом ощущается довольно монолитно. Во-первых, маленькие кнопки сами по себе довольно неудобные. Хочется на самом деле вернуться к Xbox геймпаду. Но все-таки со временем к этому привыкаешь. К триггерам также можно привыкнуть, а вот к стикам тут на самом деле есть проблемы. Дело в том, что по размеру они довольно маленькие, и ход у них соответственно такой же маленький. К этому мне пришлось привыкнуть только через месяц пользования. Кнопки R и L мне кажутся довольно массивными и занимают аж целый угол консоли, из-за чего у меня каждый раз кажется, что я как будто мискликнул по ним. Итак, теперь давайте углубимся детальнее в саму приставку. Ее операционка довольно минималистичная. Тут нас встречает меню, похожее на PS4 с этими квадратами. В настройках есть дефолтные настройки яркости, звука, обновления, ПО и так далее. На выбор можно поставить две темы, темную и светлую. Я выбрал темную, чтобы глаза засейвить по ночам. В настройках звука приставку можно включить к Bluetooth наушникам, хотя я слышал, что эта функция по-нормальному стала работать только к концу цикла консоли. Еще в настройках есть функция калибровки стиков, но мне она так и не понадобилась. Хотя я думаю, что каждый пользователь свитча наслышан о том, что большинство свитчей имеют проблемы с дрифтом стиков, и разрабы позволяют программно исправить эту проблему. Но из всех настроек, что доступны для простых пользователей свитча, я разобрал, теперь давайте поговорим про сами игры. Говоря об этом, я часто мнение слышу о том, что на свитче нету игр, там не во что поиграть, кроме как Марио и Зельду, с чем я крайне не согласен. Вот, например, вы знали, что на этой консоли помимо детских игр есть также Doom 16 года, Doom Eternal, Wolfenstein 2 части, Ведьмак 3, RDR 1, Nier Automata, трилогии GTA, Mortal Kombat, Hogwarts Legacy, SnowRunner, МГС с 1 по 3, Ассасины почти все части до Unity, дилогии Metro и Бэтмены 3 части. По-моему, все игры, которые я перечислил ранее, уже говорят о том, что на свитче все-таки есть во что поиграть. Ну и ничего не мешает вам ознакомиться и с Nintendo играми. Они веселые и разнообразные. Про инди-игры говорить ничего не стану, там ведь чуть не целая библиотека для вас откроется по новой. Но и это еще не все. Помимо прочего, с прошитым свитчом вам вдогонку еще доступны эмуляторы и Homebrew приложения, которые умельцы сами адаптируют под эту приставку. А ведь это тоже ни много ни мало игры, которые мы можем поиграть вне дома. Расшитый свитч вам позволит делать с этой приблудой все, что только вздумается. Вот, например, вы думали, что на этой крохотулечке можно поиграть в игры PS1, Nintendo 64, SNES, NES, Mega Drive, Sega Saturn, Sega Dreamcast и прочие игры. Но еще и вдогонку, конечно, да, с натяжечкой, но можно поиграть еще в PS2 и Wii игры. То есть да, вы все правильно поняли, на нее можно еще также ретро-арч накатить. Услышав бы что-то подобное, я бы, наверное, просто взорвался. Но если вам и этого мало, то как насчет того, что можно сюда накатить русификаторы и моды на игры, которые официально не поддерживают такие функции? Улучшить графику? Без проблем. Вам и этого мало? Ну а что если я скажу, что Switch можно разогнать, и в играх, которые работают нестабильно или с просадками, можно добиться 60 FPS? По-моему, эта штучка открывает целый ящик Пандоры. И здесь на самом деле у меня возникают параллели со Steam Deck. Ведь там точно так же можно разгонять консоль и также ее андервольтнуть. Это почти то же самое, что со Switch'ом, только это все делается руками энтузиастов. А на Steam Deck Valve это позволяет делать официально. Кстати, еще дополню, что прошитый Switch — это не панацея для онлайн-игр. Помимо того, что вы можете играть в пиратные игры, вы также можете играть и в онлайн-игры на ней. Только не вздумайте с загруженной пиратской прошивкой заходить в eShop, вы моментально в бан отлетите. Вам надо при обычной загрузке Switch'а переключиться на официальную прошивку, и только тогда вы сможете выходить в онлайн. Но что для меня стало разрывом шаблонов, это эмунант. Что это такое, спросите вы? Дело в том, что вы можете разметить свою SD-карту так, что у вас через SD-карту будет грузиться Switch с пиратскими играми, а можете грузиться на внутреннюю память консоли и играть оттуда в онлайн-игры. Грубо говоря, у вас будет две операционки Switch'а. Одна, с которой вы будете официально грузиться и заходить в онлайн-игры, либо же загрузитесь на SD-карту, на которой есть операционка Switch'а,
и там будете играть в пиратские игры. Знаю, звучит довольно безумно, и возможно я не смог передать всю свою мысль, но тем не менее я думаю суть вы уловите. И помимо этого, для совсем отбитых фриков на Switch можно установить Android, благодаря чему вы сможете на этой штучке играть в Android игры и запускать эмуляторы. Ну и параллельно с этим смотреть тиктоки. Не знаю зачем, но ладно. Но еще вы можете сюда накатить Ubuntu. И таким образом вы сможете сделать из Nintendo Switch некий аналог Steam Deck на минималках, чтобы можно было при этом подключить еще клавиатуру и мышку через USB Hub. И из всего этого монстра получится этакий портативный компьютер. Правда, вот для меня это на самом деле все отдаленная тема, и в такие дебри я лезть лично не стану. Мне даже вполне хватает того функционала, который мне дает стандартный Switch. Я просто закачал какую-нибудь сюда игрушку, лег на диванчик и играю. Еще немного дополню тему с аксессуарами, которые я купил. Про SD-карту говорить мне смысла нечего, потому что это SD-карта, что о ней разговаривать-то. Кроме того, что мой вам совет, берите от 128 гигабайт и выше. В целом этого, конечно, хватает, но дело в том, что тут две операционки, а для этого нужно место. И места ему нужно много, потому что оно улетает довольно быстро. По поводу держателя, я вам советую его купить сразу же после того, как купили Nintendo Switch. Так как корпус свитча это простая доска, которая не имеет какой-либо выпуклости. У него просто нету грибков, за которых было бы удобно хвататься. У вас из-за длительных сессий потом руки начнут затекать. Я же свой взял за 350 рублей, и в целом я лишь жалею о цвете, которым я выбрал. Хотя изначально я заказывал вариант с белым-голубым цветом, но в один момент что-то я тупанул и передумал все-таки взять темный цвет. Грибки при очень длительных сессиях на самом деле очень помогают. Блин, волос. Грибки на самом деле очень спасают при длительных сессиях, потому что в нем ощущается, будто ты держишь геймпад, но только удлиненный. Но еще мне повезло очень взять вот такой вот чехол, я его нашел дома, и он идеально у меня сидит вместе с держателем. Так что это для меня просто идеальный must-have. Как итог, я могу сказать одно. Nintendo Switch — это универсальная консоль. Она имеет просто огромную библиотеку игр, которая еще больше расширяется при прошивке консоли и которая стала для меня незаменимой вещью вне дома. Выбирая консоль, я не рассчитывал получить такой экспириенс. Мне нужна была простая приставка, которая легко умещалась бы в мой портфель, и мне не приходилось бы мучиться с настройками для того, чтобы поиграть в какую-либо игру. Она идеально справляется со своей ролью портативки, и я думаю, что я пробуду с этой консолью длительное время. На этом видео мое подходит к концу. Если же вам понравился ролик, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. Да, я его немножко, конечно, подзабросил, но тем не менее, что-то регулярно я туда все-таки пощу. Ссылочку на мой телеграм-канал вы найдете либо QR-кодом где-то тут, или же перейдете по ссылке в описании. На этом же я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Всем пока-пока.